В середине 19 века в русском языке появляется понятие «Прибалтийский край». Поначалу оно относится только к Исландской, Лифляндской и Курляндской губерниям, то есть по сути к территории бывшей Ливонии. Земли современной Литвы еще не воспринимались Прибалтикой, они и к морю не выходили, за исключением крохотного участка в районе Паланги, и отставали в развитии. Да и ментально местные жители были, конечно, ближе к Польше, чем к Северной Европе. Однако к 20 веку многое изменилось. Бурное развитие железнодорожного сообщения, урбанизация, индустриализация, которые проходили в рамках единого экономического пространства, общие проблемы противостояния империи неизбежно сближали эстонцев, латышей и литовцев. Поэтому нет ничего удивительного, что в 1920-х Эстония, Латвия и Литва, которые наконец-то получила и выход к морю, ощущали свою общность. Тогда же родился и англоязычный термин «The Baltic States» или «The Baltic Countries». В соседнем СССР тоже довольно скоро Прибалтикой признали и Литву. Настолько очевидна была общность трех стран. Правда, твердое понимание региона еще не сформировалось, поэтому и там, и в других странах Европы поначалу иногда приплюсовывали и Финляндию, которую пытались вовлечь в свой круг и страны Балтии. Однако финны к участию в этом клубе относились равнодушно. Они чувствовали больше общего с Северной Европой. Это был абсолютно логичный выбор, о котором подробнее разговор будет чуть позже. В 1930-х под Прибалтикой в мире, как правило, подразумевали уже только Эстонию, Латвию и Литву. Таллин, Рига и Каунас сотрудничали в дипломатической сфере, довольно активно общались по международным вопросам. Все три страны исповедовали политику полного нейтралитета, сталкивались при этом со схожими глобальными вызовами. В конце 1930-х над ними в равной мере сгущались тучи. В 1939 году СССР всем трем навязал свои военные базы, сделав первый шаг к оккупации. Об этом трагическом этапе в истории наших стран будет отдельный разговор. Сейчас же напомню важную в свете нынешней темы деталь. Предъявляя в июне 1940-го ультиматум Эстонии, Латвии и Литве, в качестве одного из неоспоримых доказательств нарушения государствами политики нейтралитета, Москва предъявила им печать в Таллине совместного издания Review Baltic, во всяком случае так оно называется в документе, которое освещало деятельность якобы тайного военного союза трех стран. Причем делалось это на английском, немецком и французском языках. То есть, чем больше тайна, тем больше языков, видимо. Содержание издания для нас не имеет сейчас значения. Главное, что оно было одним из зримых проявлений некого сотрудничества трех стран, ощущавших свою близость. Как и издаваемая в Таллине англоязычная газета The Baltic Times.